Привет, друзья! Скоро Новый год, праздничные дни. И сегодня я вам покажу, как приготовить очень быстрая и вкусная закуска к праздничному столу. А самое главное, бюджетно. Так что не теряем больше времени, как всегда следите за руками и поехали! Для данной закуски нам понадобится репчатый лук и морковку. Лук нарезаем ножом, потому что если натереть его на терке, он станет горьким. Морковь можно нарезать ножом мелко или натереть на терке. Быстрее на терке получается. А теперь разогреваем сковородку, добавляем вот такой кусочек сливочного масла и обязательно растительное. Чуть-чуть даем, чтобы это все нагрелось, и будем обжаривать нашу морковку с луком. А пока они варятся, парятся, жарятся, мы подготовим наши грибочки, потому что основной продукт, ингредиент нашей закуски – это грибы. Для нашей закуски я выбрала шампиньоны, потому что они везде продаются, и это самый бюджетный гриб. Но если вы хотите, чтобы ваша закуска придобила другой аромат, вы можете взять белые маслята или лисички. Все зависит от ваших предпочитаний. Теперь нам нужно нарезать грибы на тонкие слайсы, и после этого нам нужно их добавить на сковородке и обжарить до готовности. Наши овощи уже готовы, поэтому мы их отправляем в смесительном стакане блендера. Теперь нам нужно их приправить, потому что я не добавляла абсолютно никаких специй. Ни соль, ни черный перец, абсолютно ничего. Теперь сюда мы отправляем плавленый сырочек, самый обычный, без никаких вкусовых качеств. Здесь мы добавляем сливки. Я взяла 15%. Я думаю, что более жирные нам не нужны. И здесь мы добавим вот такой чеснок. Это черный чеснок, он так продается уже. Этот чеснок ферментированный, он готовится при определенной влажности и температуре в течение нескольких недель, даже может быть месяцев. И в течение этого времени он становится вот такой черный, он очень мягкий, он очень ароматный и он не агрессивный, как обычный чеснок. Добавляем 2-3 вот такие зубчики. Теперь нам осталось присолить и приперчить наш будущий паштет, грибной паштет, солим и перчим по вкусу. Когда с этим мы справились, нам нужно это все заблендерить и получить однородную кремовую массу. Наш паштет уже практически готов. Теперь мы его отправляем в посуду, где он будет храниться, и нам нужно его отправить в холодильнике. Сейчас паштет очень жидкий, потому что он горячий. Когда он остынет, получит правильную и хорошую консистенцию. Теперь мы разровняем вот так и его оставляем в холодильнике, пока мы займемся с маслом. Нам нужно сделать масло с апельсиновой цедры, и мы будем заливать наш грибной паштет. Почему? Если мы оставим на долгое время паштет в холодильнике, верхняя часть просто засохнет, а под масло она будет сохраняться дольше времени. Поэтому будем приступать к маслам. Для нашей заливки нам понадобится сливочное масло, отправляем в сотейник, и 1 апельсин. Нам нужна только его цедра. Поэтому мы очень аккуратно снимаем только цедру, не захватывая белую часть, потому что если снять ее вместе с белую прослойку, она будет горчить и передаст нашей заливке нотки горечи. И отправляем на плиту, пока масло не растопится. И после этого просто тонким слоем зальем наш паштет. Наша праздничная закуска уже готова, и посмотрите, какие симпатичные канапешки я сделала. Это как идея, как подать эту закуску на праздничном столе.
А теперь мы, конечно, их и попробуем по традиции. Я слегка обжарила хлеб, чтобы он еле-еле подхрустал. Пробуем. Очень вкусно, ребята. Очень хорошо чувствуются грибочки. Очень хорошо чувствуется вот это, знаете, апельсиновая нотка, которая добавляет такое предновогоднее настроение. Поэтому, если вы ищете идеи для праздничного стола, обязательно приготовьте эту грибную замазку. И я уверена, вам очень-очень понравится. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых вкусных встреч, ребята. Пока!